Вот фильм «Иди и смотри», который вы сейчас будете смотреть, значит, я, во-первых, хочу сказать, откуда происходит это название. Дело в том, что когда впервые возник сценарий, который мы делали вместе с Олесем Адамаевичем, о котором сейчас обязательно скажу несколько добрых слов, первый вариант сценария, который тогда мы написали, он назывался «Убейте Гитлера». Ну вот, а потом уже через паузу в 7 лет, когда снова вернулись к этой теме, дозволено было вернуться, вот, то нам сказали сразу, слово «Гитлер» не должно присутствовать. Я говорю, ну убейте Гитлера, в более широком смысле, чем просто там Гитлера. Вот. И тогда, значит, я попросил моего брата, надо было срочно менять название, заглянуть в Евангелие. Вот. Пока мы ехали в Госкино, он уже там полистал Апокалипсис, Откровение святого Иоанна. И там нашел этот рефрен. Срывается первая печать, открывается книга первая, иди и смотри. И так еще несколько раз, значит, вот так возникло это название, а потом оно осталось. А поначалу, с чего началась вкратце история возникновения этого фильма? Во-первых, я очень почему-то вот меня соднило, что я не сделал свой фильм о войне. Дело в том, что я родом из Сталинграда, и мальчиком, естественно, я был и видел и вот эти бомбежки, и когда уже мы переправлялись через Волгу, бежали на Урал, вот мама, маленький новорожденный брат, вот, и это было ночью, переправлялись через Волгу в Сталинграде. Это октябрь 1942 года. И на пароме, с теплушки на пароме, значит, а Сталинград – это город на правом берегу Волги, на высоком берегу, и длинный-длинный город. По тем временам 60 километров в длину, а дальше холмы, а потом степь. А сейчас 120 километров, может, уже и больше. Ну, короче, город кишка. И вот этот весь город горел, весь, до неба. Но горела река. Вот эти 1,5 километра шириной, значит, вода горела. Вылилась нефть, какие-то нефтехранилища разбомбили, и они стекли все в воду, и горела река. И плюс еще и нас бомбили. То есть она кипела еще и от бомб. Эта река, значит, на нас ложились, значит, мамы наши, накрывали нас какими-то там одеялами, подушками, а сверху еще на нас ложились. Естественно, я высовывался оттуда, как это не видеть. Ну, а потом долго ехали на Урал. Отец оставался в городе и защищал его. Вот поэтому дело в том, что у меня остались очень сильные детские впечатления от этого времени, от этого ада. А я действительно побывал в аду. Вот, и это навсегда осталось, и до сих пор живет во мне. И вот я все время думал, я обязан снять этот фильм. Это одно обстоятельство. Второе обстоятельство – это то, что мир тогда стоял, это сейчас люди уже немножко забыли, но было физическое ощущение, что вот завтра начнется Третья мировая война. Вот так эта холодная война довела до такой степени уже, что один срыв, и это могло превратиться во вселенскую катастрофу. И вот третье обстоятельство,
Третье обстоятельство – это агония. И я был недоволен агонией, я собой был недоволен, имея прекрасный материал, сложнейший, имея прекрасную группу исполнителей, композитора великого Шнитке, имея и оператора, и художника, и актеров. Вот. И мне казалось, что я не справился вот с этими сложными сверхсостояниями, которые там надо было исследовать, я был еще не готов. Это у меня возник комплекс неполноценности, и я мечтал, как говорится, найти материал и реабилитироваться в собственных глазах просто. Хотя многим нравится этот фильм, а я вот так критически к нему отнесся и отношусь. И вот эти вот три обстоятельства вынудили меня искать материал, который был бы и связан и с войной, был бы связан вот с предощущением грядущей апокалиптической катастрофы в этом мире. Вот. И, ну, короче говоря, попалась мне повесть Адамовича, которую я не знал. Я знал Василия Быкова, потому что Лариса Шипицкая, моя жена, снимала этот замечательный совершенно фильм «Шедевр. Восхождение» по его повести «Сотников». А Адамовича я не знал. И вот эта повесть, хатынская повесть его, я ее прочел и увидел, что вот там это настолько вот выпукло, талантливо написано об этих временах, вот, об этих временах оккупации, геноцида в Белоруссии. Вот, там есть за что зацепиться. Короче, мы с Адамовичем познакомились, он как-то сразу меня расположил к себе. Потом со временем ясно стало, почему. Потому что это человек и честности великой, и таланта большого, и ума огромного. И плюс он мальчиком, вся семья у них была в партизанах, он еще был таким подростком тогда, он это все знал. И вот так мы с ним затеялись делать этот сценарий. Это не экранизация этой повести, она отправной просто импульс. Вот, начали делать этот сценарий и придумали тогда название, вот про что я уже сказал, «Убейте Гитлера». Имелось в виду «Убейте Гитлера везде, убейте Гитлера в себе». Вот, потому что в каждом так или иначе живет дьявольское начало, хоть в меньшей степени, у кого-то в большей степени. Вот написали этот сценарий, и были в запуске на Беларусьфильме уже. Большая группа была, поиски натуры. Главный исполнитель главной роли, а это мы понимали, не актер будет, это будет мальчик. Роль сложнейшая, вот эти сверхсостояния, запороговые состояния, там имелось в виду снять, а он их сыграть должен был. Вот, и нашли такого мальчика, он из Сибири был, ему было лет 15. Вот. И, значит, уже выбрали натуры, были на пороге съемок. И нас тогда очень поддерживал глава Белоруссии, значит, Петр Машеров, Петр Миронович. Но, а я уже был на большом, как говорится, подозрении у Госкино, едва ли не первый в черном списке, особенно после агонии. И Госкино сделало, не буду долго рассказывать, сделало все, чтобы такие мне замечания, и нам замечания сделали по сценарию, что продолжать не имело смысла это дело, и я сам отказался, и заболел, и, в общем, и так далее. И на 7 лет опять пауза. Я специалист по паузам в кино, значит, 8 лет я агонию в производство пробивал, потом, когда сделал, наконец, 10 лет она на полке лежала, ну и так далее, и так далее. Значит, и непоставленные сценарии, и тут уже, значит, вот эта пауза. И... Ну, через 7 лет приближалось 40-летие Победы,
И что-то у них, значит, там забрежило. Они все хотели, чтобы сценарий сценарием, а пусть другой режиссер снимет. А Домович сказал, нет, только он. Он 7 лет отстаивал, значит, меня. А я уж даже и забывать начал, хотя меня соднило, что я вот это не снял. Ну, короче говоря, к этому делу все-таки вернулись. Вот, и так вот это название «Иди и смотри» возникло, и все-таки мы приступили к этой работе в Беларуси. Вот, и снимали там довольно долго. В общем, непроизводительно снимали. Почему? Потому что в главной роли уже был выбран Алеша Кравченко, вот этот замечательный парень, которому было 13 лет. И он вообще в кино первый раз. Вот. И потому что когда у актера есть мастерство, он этим мастерством защищен. А когда у него никакого мастерства нет, только желание слушать режиссера, желание это делать, понимание, что он делает большое дело, важное, все равно это могло кончиться очень печально. Просто печально. Психушкой могло кончиться, потому что там много состояний, когда даже никогда там по болоту они вот, тонут в болоте, когда над головой пули настоящие летят. Вот так вот шли из пулемета пули. А еще снаряд прилетал к нам, вот такой вот, который разрывался над нами. Оттуда парашют осветительный спускался. Все это синхронизировано было. А тут еще корова, которая чуть не раздавила нас всех вообще. Но самое страшное для него, он потом сознался, это были сцены, когда вот в этом церкви-амбаре деревенском, деревянном, куда загнали всю деревню, потом сжигают людей. Вот, и когда там что-то страшное было вот в этом амбаре, он мне потом говорил, Илья Германович, я чуть не сошел с ума. Я чуть не сошел с ума. А дело в том, что ну, белорусы, у них, как говорится, теперь в генах уже этот геноцид, эти вот погибшие каждый четвертый, вот эти 628 полностью сожженных со всеми жителями деревень, и сколько там вообще чего натворили немцы. Вот, поэтому там каждый. Но есть защитные механизмы в психике человека. И они все помнят, в принципе. Ну, кто-то был ребенком, когда это все происходило, когда все горело. Вот. Кому-то родители рассказывали. Короче, белорусам не надо долго объяснять, но защитные механизмы не дают им вот сыграть это. И тогда Домович на съемочной площадке, это все на натуре снято в Беларуси, вот, и я 9 месяцев ни разу, ни на один день не отъезжал в Москву. Оператор иногда уезжал на выходные 2 дня, там художник уезжал. А я ни одного дня не выехал оттуда, боялся сдвинуться с места, потерять поле. Вот. И тогда Домович стал вот этим деревенским людям читать книгу. Он их сажал на землю и начал им читать книгу «Я из огненной деревни». Эта книга потрясающая совершенно, которую сделали по своей инициативе за свой счет 3 белорусских писателя, вот, во главе которых был Олеся Домович. Они взяли, как москвич, у кого-то из них был москвич, и объехали всю Белоруссию. Нашли всех людей, кто побывал в огненных кострах. И там такие рассказы. Это читать невозможно. И вот эта книга у меня как, ну вот как лакмусовая бумага. Она лежала все время на рабочем столе. Сценарий сценарием. А вот эта вот книга, я в нее все время заглядывал. Потому что она
не давало мне возможности хоть на йоту соврать в этом фильме. Слишком святая тема была, чтобы соврать, кино там заняться и так далее, и так далее. Ну вот, и я Олесю тогда говорил, я говорю: Олесь, если я буду это делать серьезно, а я буду делать только серьезно, этого никто не будет смотреть. Он сказал мне: пусть не смотрят. Мы должны, обязаны это сделать. Ну и ладно. Хотя фильм, я считаю, сдержанно сделан. Можно было такого там показать, но это уже на самом деле никто бы не смог смотреть, и тогда зазря было бы все. Ну вот, и в результате вот так или иначе мы сделали этот фильм. И потом вдруг, это совершенно для меня и неожиданно было, столько миллионов посмотрело этот фильм. И у нас, и за рубежом, там столько стран купило его, и по сей день смотрят. Хотя вот и дело там не в призах совсем, а дело в том, что ну, если бы вот у людей покрепче были нервы, то еще больше было зрителей, многие пугались. И я знаю, почему пугались, но особенно женщины. И несколько случаев и у нас, и в той же Венгрии, например, там, когда на скорой помощи приезжали, увозили после сеанса людей. И, ну, так или иначе, вот жизнь этого фильма продолжается на экранах разных стран. Но после этого мне не захотелось просто следующее кино снимать. Настолько ну, и для меня это такое было испытание и самоотдача не только для меня, для всей съемочной группы замечательной. Вот, и слава богу, этот Леша Кравченко, этот мальчик не сошел с ума, и маме вернули его. Вот, когда первый раз начинали, я работал с гипнологами, это еще на «Агонии». И Вольф Мессинг был тогда рядом и сниматься должен был в «Агонии». К сожалению, пленки не хватило на него. А так сейчас бы мы имели на экране Вольфа Мессинга великого. Вот. И, ну, короче, я понимал, что я должен буду защитить этого вот несчастного ребенка от того, чтобы он не рехнулся. Поэтому с гипнологом моим разработали целую систему защиты, тестирования, обнаружения, как мы будем входить в подсознание, насыщать новым знанием этого совсем молодого человека, и как его не потерять потом, как его потом разгрузить и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, волнений было масса. Но, слава богу, обошлось, и этот Леша Кравченко оказался и таким скрепкой психики, психикой мальчик талантливый. И вот я уверен, что он еще вырастет в очень большого актера, хотя уже даже в этом фильме, вот в этом юном возрасте, он показал пример вот самоотдачи совершенно полной и сумел вот и себя сберечь, и маму свою, как говорится, сберечь. Она, конечно, волновалась. Ну вот так кончилась эта уже давняя история. И поэтому потом, ну, то, что связано уже с показами, с просмотрами, масса всяких вот таких драматических, конечно, историй было, потому что ну, вот в той же Америке люди с трудом смотрят этот фильм. Хотя есть и те, которые смотрят, а с трудом смотрят, потому что, ну, я уже говорил, они говорят, мы придумали фильмы ужасов, но это же совсем другое.
Это же жизнь. Ну, вот такие дела. Я не жалею, что я это сделал, этот фильм. Хотя вот так тяжело вот он рождался и так тяжело дался. Вот, но надо в жизни иногда совершать какие-то настоящие поступки и деяния. Наверное, тогда имеет смысл заниматься творчеством. Вот, если ты что-то людям можешь на самом деле серьезное, большое, серьезное принести.